Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас в гостях люди из роты Башкорт. Рота Башкорт, которая относится к интернациональному легиону ГУР. Мы, бойцы роты Башкорт, обращаемся к нашим братьям из Башкортостана, Татарстана, Кавказских и Сибирских республик. Российская империя скоро прекратит свое существование, и тогда наши народы наконец обретут долгожданную свободу. Все решается прямо сейчас. Пришло время действовать. Не молчите, вставайте, боритесь за свою независимость, свободу угнетенным народам. Рота Башкорт признана в России террористической организацией, что, согласитесь, само по себе уже является безусловной причиной для того, чтобы поставить лайк этому видео, поделиться и досмотреть его до конца. Я представляю вам Коршун и Буре. Приветствую. Давайте про историю создания вашего подразделения. Когда, кем, кто в составе этого подразделения, когда и кем оно было создано? Всему начало вторжения российских войск Путина. Киев в опасности, естественно, все пошли защищать, попали в ДФТГ, вот эта вот раздача автоматов, разовиков, это, собственно, оно. Подсоединились друзья, знакомые, соответственно, диаспора. Нас было, как оказалось, много. После освобождения Киева захотелось продолжить, но уже в рядах силовых формирований узнали о легионе, поговорили, попали, организовались. Друзья, знакомые, там сарафанное радио, некоторые приезжали. То есть получается так, башкорты, ну, по происхождению, живут себе в Украине, ну, например, в Киеве, да, тут идет полномасштабное вторжение, они такие между собой: алло, братуха, тут россияне нападают, давай, тут оружие раздают, да, давай пойдем, собрались вместе и будем обороняться, или как? Можно рассказать немножко о... У диаспоры, я понимаю вас, у диаспоры как бы все на контакте, друг друга знаем, телефонный звонок, как бы надо было принимать решение, потому что как бы Украина уже это вторая родина для большинства стала. Есть семьи у каждого, надо думать уже о защите наших семей. Таким образом, просто, как и было сказано, что сарафанное радио, все созвонились, кто-то в одно подразделение пошел в другое. Таким образом, просто накапливалось уже число башкир, которые вступили на защиту Украины. И в дальнейшем, как снежный ком, знаете, со временем все больше и больше наших подключалось. И после того, как были войска РФ выбиты от Киева, уже были размышления о том, а что дальше. То есть надо уже пробовать. Пришла идея уже попробовать сформировать что-то свое. Вот. Но на тот момент еще все-таки не такое большое количество было у нас. И мы приняли решение, что возможно продолжить службу в интернациональном легионе. Кого-то знали, нам рассказали, как, что нам лучше сделать. И таким образом мы организовались, и уже по подразделениям интернационального легиона нас как бы раскидали. Так мы и продолжали службу, пока наконец-таки нас не стало такое количество, чтобы мы могли выдвинуть предложение к командованию о создании уже именно роты Башкорт в составе интернационального легиона. Следующий вопрос — это в чем вообще уникальность вашего подразделения? Чем оно отличается от других, если такая уникальность существует? Прежде всего, мы единственное подразделение на территории Российской Федерации,
которая несет под собой национальную идею. Прежде всего для нас этнический вопрос стоит на первом месте. Это независимость Башкортостана. У нас широко развито подполье. То есть вы подразделение сейчас на территории вообще-то Украины, а ты говоришь на территории РФ. У вас на территории РФ, ты имеешь в виду подполье? Имеется и подполье. Мгм. Есть активисты, люди, которые под нашим руководством работают на благо Родине, то есть Башкортостана. И на самом деле я вот так вот моментами задумываюсь. Тяжело сказать, вот кто в большей опасности, мы здесь, воюя в Украине, Мгм. на поле боя, на фронте с автоматом в руках, или как бы гражданские люди там, выполняя некие задачи, когда буквально вокруг может быть, каждый может быть врагом. Но я думаю, в большей опасности они. Ну, по крайней мере, в смысле ментального здоровья, так сказать, да, и в смысле испытываемого напряжения, да, у вас есть моменты, когда вы отдыхаете, когда вы себя чувствуете спокойно, и вы себе можете сходить в гражданские там заклады и отдохнуть, и все остальное. Они, в принципе-то, тоже вроде как свободные люди. Но можно ли быть свободным, на территории России, в принципе, и можно ли себя там спокойно чувствовать, если ты выполняешь эти задачи? Ну, естественно, ответ нет и нет. И, естественно, ситуация заключается в том, что, да, они находятся в постоянном напряжении, в постоянном тяжелом психологическом состоянии. Я хочу просто их поблагодарить за все то, что они делают. Благодаря таким людям поезда в России идут под откос, и многое другое, что там происходит. Курят то, много. Да, то покурят не там, то, ну, в общем, как говорил Владимир Александрович, курите там, где еще не курили. Не, как он сказал? Да, не курите там, где попало, курите там, где еще не попало. Вот согласен. Но и не могу не сказать, что и мы от себя делаем все возможное, чтобы они были максимально скрыты, работали максимально аккуратно, предоставляем всевозможную теоретическую подготовку, пошагово, инструкция, под чутким руководством все делается. То есть вы хотите сказать, что вы, кроме выполнения боевых задач в Украине, я знаю, вы их выполняете, мы сейчас до этого дойдем, вы еще занимаетесь контролем того, что делает подполье? То есть вы как бы курируете это, находитесь с ними на связи? Я так понимаю, этим же должны отдельные люди заниматься. У нас есть люди, которые как бы у нас в подразделении воюют на территории, и есть те, которые занимаются, отдел, который курирует именно подполье и работает с людьми там. Сразу же хочется, конечно, перейти к вопросам о независимости Башкортостана, о том, считаете ли вы... Ну, давайте, считаете ли вы, что Башкортостан, он вообще-то порабощен Московией? Однозначно. Другого ответа не может быть. Так, а если вообще... Вот я просто часто общаюсь и с башкортами, но я просто не помню, конечно, всех их отдельно, пленные какие там были, но... Вообще все они, как правило, говорят, да не, ну мы без Москвы жить не можем, нам же там помогают, да. А я когда открываю перечень их ресурсов, их возможностей, я понимаю, что каждая из этих республик может существовать отдельно. Что правда, есть и очень богатые, которые прям могут очень хорошо жить, а есть и такие бедноватые. Башкортостан к каким относится? Вот. Там есть какие-то ресурсы, они могут существовать самостоятельно? По поводу ресурсов. Республика имеет свою нефть, золото, медь, промышленность. И это все Москва высасывает к себе. А сами по себе башкорты бедноваты же. А мы живем бедно, все забирают. Это все должно быть наше. Это они без нас не могут жить. А не И наоборот. не смогут. А у нас все получится без них.
Я понимаю, что я общаюсь с теми, которые уже пошли воевать за Россию, то есть тут все с ними, в общем-то, понятно, хотя большинство из них это сделали за деньги. Тут два вопроса рождаются одновременно. Хорошо ли живут башкиры? Ну, то есть, я имею в виду в социальном плане. И многие ли из них действительно считают, что Россия друзья? Или есть все-таки какой-то национальный дух остается, культура, свои обычаи, свои традиции, борьба опять-таки за тех же самых национальных героев, которых уничтожила в свое время Россия. Разговоры об этом, разговоры о собственной ментальности, о самоидентичности. Или все. То есть большая часть населения, большинство башкиров, это просто такая себе масса, которая полностью влилась в российскую массу и, в общем-то, политикой не интересуется и всей правды не знают, как и россияне. Прежде всего, хочется сказать насчет тех, кто говорит, что мы без Москвы не можем, как жить без них. 100% можем. Я думаю, их ответы — это влияние пропаганды не одного десятилетия. И я считаю, что само наше существование уже доказывает тот факт, что башкиры не являются вот этой серой массой, которая просто идет по течению и как бы во всем поддерживает Москву. Мы здесь говорим о подполье в то же самое время. Да. И можем ли мы говорить о каких-то операциях в подполье, о которых можно говорить? То есть есть ли у нас какие-то реальные примеры? Поджог трансформаторных будок, цехов предприятия, которое работает на ОПК. После этого у нас есть информация, что работа там стала и стала надолго. Была у нас еще операция по заминированию моста. Если о подполье мы можем говорить только вот в общих чертах, трансформаторные будки, мосты, это все прекрасно, это очень нужные истории, то можем ли мы говорить уже более конкретно о вашем боевом опыте в Украине? Преимущественно воюем мы на Донецком направлении, участвовали в боях за Бахмут. Сейчас это Покровское направление. Вот насчет Покровского направления историю в моменте вспомнил. Как выводили с помощью беспилотника башкира из той стороны, вот, нам как бы собратья подсказали, что там стоят именно башкиры, и как бы попробуйте, можете попробовать. У нас уже есть опыт. Не один человек был переведен через линию фронта к нам. Это далее мы это там вы уже про им рекрутинг. говорите, да? То есть вы поняли каким-то образом, что там башкиры по ту сторону? Да. Сдаются в плен или как? Не так, не прям сдаются в плен. Это была просто попытка. Там башкиры сказали нам, как бы попробуйте, может что-то получится, окей. Взялись за это, просто решили попробовать. Надпись на башкирском, вот так за дроном скорее чудо, и Почему как чудо? бы, Очень многие выходят. как бы радует, что он все-таки принял это решение. Есть ли у вас бойцы вообще, которые приехали, не жили в Украине, а вот уже приехали конкретно для того, чтобы вступить в ваше подразделение? Как вообще происходит рекрутинг? Как происходит тренировочные базы? В составе чего? Ну, все это интересно. Да, и довольно-таки большое количество. Если говорить из тех, кто выходит к нам на связь из России, а к нам на связь выйти есть два способа. У нас есть сайт, написать туда. Есть специальная форма, которую можно заполнить. Рассмотрим заявку в течение там буквально 2 недель, дадим ответ. И тогда, если да, вы нам подходите, мы уже будем работать дальше и объясним весь процесс, как попасть к нам. Угу. И Надо тут, наверное, проговорить, что мы дадим в описании, в закрепленном комментарии к этому видео все ссылочки соответствующие
Ну, просто потому, что если вы признаны террористической организацией в России и вы проводите рекрутинг на территории России, то, скорее всего, среднестатистический россиянин, который захочет вас найти, зайдет куда? Яндекс. Или в какой-нибудь их там аборигенский поисковик. И, соответственно, выйдет он на ФСБшников, а не на вас. Соответственно, если вы хотите увидеть реальные ссылки и зайти поговорить с реальными людьми, то переходите по тем ссылкам, которые мы вам оставим в комментариях и в закрепленном комментарии в описании к этому видео. Да. Извините, перебил вас. Да. Точно так же телеграм-канал в Рота Башкорт. Точно так же там есть бот. Туда пишите, с вами ведут беседу, все подробно расскажут. Не только из самого Башкортостана, но и из стран Европы, там тоже есть башкиры. Точно так же подают заявки, заполняют формы и присоединяются к нам. Поэтому в нашем подразделении не только те, кто изначально был в Украине на момент начала полномасштабного вторжения. Ну, я недаром спросил про тренировки. Это же у вас как происходит? Он приехал, значит, вы ему ржавый автомат, без магазина и в окоп. Правильно? Так же все? Насчет обеспечения у нас с этим все отлично. У нас проводится подготовка. Я думаю, ты больше на этот счет можешь рассказать. Да, насчет ржавых автоматов это только у нашего противника всем раздают. У нас западные образцы. Ну, их там много, их не жалко. Поэтому... Да. Все новое, блестящее, красивое. Первоначальная подготовка происходила на полигонах, территориях легиона. Потом, когда сами выросли, организовали свой. Ну, правда, это было в додроновую эпоху, это было ближе к ЛБЗ. Потом, когда все начали летать, переместились подальше в тыл, чтобы нас никто не видел и не мешал. Ну, и, соответственно, безопасность. Как долго проходит обучение бойцы? В среднем месяца 2. Но опять же хотим, чтобы были подготовлены, поэтому индивидуальный подход, кому больше, кто-то подготовленный и уже хочет, кто-то как бы подготовленный физически, но не морально, соответственно, ко всему подходим индивидуально, и в зависимости от этого уже идет дальше отбор на боевые действия. Все, кто вступает к нам в роту, это мотивированные люди, и они хотят учиться. И... Ну, понимают, зачем пришли. Да, они понимают, и от инструкторов глаза горят, они это видят. Одно удовольствие работать с такими людьми. А по поводу меморандума с «Хочу жить» и такое гуманитарное направление работы, я что-то об этом слышал, вы можете об этом рассказать? Да, в какой-то момент пошли просто тоннами сообщения от семей, там, мама, папа, ищем бойца, не видели ли вы, может быть, он у вас уже служит, потому что, я так понимаю, пошла информация, уже сарафанное радио заработало, уже узнали, что есть башкиры, которые перешли на нашу сторону, и мы начали... то есть среди тех, которые пошли воевать за... Есть те, которые перешли на вашу сторону? Конечно, да, есть. Подписали меморандум с проектом «Хочу жить», и главной задачей сейчас является то, чтобы возвращать военнопленных из числа башкир домой. Потому что в первую очередь сейчас обмениваются русские за... в первую очередь чеченцы все-таки. Чеченцы, да, тоже нельзя забывать за них, да. Только их в последнее время что-то не видать. Их тут нет. Ну ничего, они там в тиктоках лохмат слива. Ну, да. Да, я понимаю, есть такая проблема, чем дальше вглубь, тем хуже забирают. То есть ты хочешь сказать, что и башкиров тоже плоховато забирают на обмен? Да. Хорошо, а там же есть какие-то губернаторы,
уполномоченные по правам, наверное, какие-то в громадах именно башкирских. Пытаются ли родственники, я понимаю, вы с ними работать не можете, потому что это официальные должностные лица РФ, но родственники с ними как-то работают, выходят на какие-то митинги, может быть, звонят, пишут. Этим тоже нужно заниматься. Работают, стучат во все двери, звонят, там, не покладая трубки, но мы же понимаем, что местные губернаторы, они точно так же работают на центральную власть. И толку от этого, им можно звонить, стучать, там реакции ноль. Это все ставленники режима, и у них другая задача, наоборот, больше людей забрать и отправить на СВО. Ну, естественно. У них противоположная задача, поэтому... А информационная работа, вот эти, которые побывали в плену, да, по вашему мнению, или их родственники, да, ну, по вашему опыту, до них чуть-чуть доходит там, через одного хотя бы, через двух, что они попали не туда, куда надо? Доходит и очень четко. Мгм. Я считаю, что именно вот участие в боевых действиях отрезвляет очень сильно. При этом многие, после того, как наконец-то дошло, после бесед, И увидев разницу, да, и увидев разницу, действительно, они же видят и разницу в отношении, они принимают решение остаться у нас и вступить в наши ряды. Мгм. А, То есть потому именно что по причине отрезвления они это и делают. Это и является. есть же еще одна причина, что они прекрасно понимают вернуться назад, и через очень короткий промежуток времени они появятся снова. Совершенно верно. Да. Именно об этом я и спрашивал, только не прямо. Что же они понимают, если они не понимают самого главного? Если они вернутся туда, то надолго они там не останутся. Я даже, в последнее время тенденция склоняется к тому, что их как бы конвейером. Вот, их обменяли, привезли, сразу же форму одели и погнали снова. То есть они там не нужны со своими отрезвлениями, со своими правильными мыслями, которые к ним пришли сюда. Поэтому мне даже некоторые российские там жены, там матери этих пленных, да, у которых чуть-чуть что в голове есть, они так прямо меня спрашивают, а как мне сделать так, чтобы они у вас там подольше остались, в общем, чтобы их вообще не меняли, потому что шансов как бы немного. И здесь, да, здесь такая ситуация, когда или не идти, или сдаваться в плен, если уже ты пошел, то есть пользоваться ресурсом «хочу жить», да, с которым вы тоже сотрудничаете, Да. у вас тоже подписан меморандум, то есть опять-таки обращаетесь в ресурс «хочу жить» и сдаетесь безопасно в плен. Ну, а дальше, после того, как вы самостоятельно сдались в плен, никто об этом никому не расскажет, то есть у вас будет своя залегендированная там история, как вы попали в плен, да. Захотите вернуться, вернетесь по обмену. Захотите остаться, останетесь, то есть уже после полного окончания любых боевых действий тогда вернетесь или вступаете в ряды Збройных сил Украины в том или ином подразделении. Вот вам ближе башкиры. хотел бы добавить, что вернемся в Башкирию обязательно после окончания этой войны. У нас еще в Башкирии будет работа. Но это Домой уже, мы вернемся однозначно. Да, это уже про ваши глобальные цели. Сейчас мы до этого дойдем. А может ли не башкир вступить в ваше подразделение? Я просто знаю, такое часто бывает. Преимущественно процентов на 90 у нас подразделение состоит из башкир. Есть люди, так скажем, тюркских народов. У нас еще есть Намат, у нас еще есть батальон Сибирь. В общем, у нас достаточно подразделений, в которых воюют так называемые малые или коренные народы России. И я так понимаю, это кто куда написал, кто с кем списался, кто кому там ближе по духу пришел. Так что выбор как бы варианты эти есть у нас. Еще такой вопрос. Очень часто разные подразделения, вот ЛСР там долгое время связывали с неким российским оппозиционным политиком, да? Вы тоже, наверное, представляете каких-то оппозиционеров башкирских, как-то с ними связаны? Нет. Нет. В России как толком и оппозиции ее нет. Она тоже как-то связана с властью.
Мы с этим не связаны, мы хотим свою, независимую от никого власть в Башкирии, которая будет наша, выбранная, и будет заботиться о достоянии региона. Нам достаточно того, что вы интересуетесь политикой на том уровне, чтобы понимать, что Ну, без путинской политики жить власти там невозможно. быть не должно, да, хотя бы как минимум. Да Она и вообще, везде в принципе, есть. московской. Просто Или российской, да. Ну, в принципе, тогда мы логично подходим к финальному вопросу. Какая тогда вообще ваша цель, да? К чему вы идете и к чему вы хотите прийти в результате? Башкортостан должен быть свободен, независим. Может быть, сейчас мои слова будут сказаны там, слишком пафосно, или это слишком какие-то ярые заявления, и кто-то скажет, что они далеки от реальности. Но точно так же и развал Советского Союза Да, тоже считали маловероятным. согласен. маловероятен был. Надо верить, веру надо подкреплять действиями. Мы работаем, можно как бы помогать вот этой цели и видению свободного Башкортостана, не только приехав, вступив в наши ряды, не только будучи там в подполье, сражаться против путинского режима. Да, просто можно хотя бы там донаты отправить. Точно так же это будет помощь. В любом случае не надо быть серой массой. Понятно, что все это совокупность. Работа подполья — это одна часть работы. Вооруженные силы Украины, которые давят врага и благодаря тоже вашей работе, это самое главное. И мы все прекрасно понимаем, что если Украина победит в этой войне, путинский этот режим, он рухнет как таковой сам по себе. И все народы получат этот самый исторический шанс на обретение свободы и независимости. Поэтому просто предлагаю всем принимать участие в этой борьбе, если вы хотите жить свободно, если вы хотите жить независимо, если вы хотите сами распоряжаться своими ресурсами. Хочу добавить от себя, что, в общем-то, если мы вспомним, опять-таки, 24 февраля 2022 года, да, и последующую неделю, то мы видели по российскому телевизору и мы слышали, не то, что мы там смотрим российский телевизор, но мы в нарезке видели высказывания и той же Скобеевой, той же Симонян, мы читали российские телеграм-каналы, что они об этом пишут, потому что нам надо было это все анализировать. И у них были там победные реляции на уровне приблизительно 150% из 100. Да и вообще, это же Украина, что с ней воевать? 2 дня в горячей войне. Вот. Ну, видимо, они не думали, что в 25 году, например, Белгород окажется без света, а четверти Черноморского моря, как минимум четверти Черноморского флота уже не будет к этому моменту, да, вот, и он продолжает уничтожаться, что полетят фламинго, нептуны, а вот уже и томагавки на подходе, да, то есть действительно они верили, я о чем хотел сказать, они верили в начале полномасштабного вторжения, что они действительно уничтожат нас неделя, 2-3 дня, неважно, очень быстро, да, а весь мир не верил, что мы сможем сопротивляться. Но на сегодняшний день тенденции уже очень изменились, и если посмотреть сегодняшние речи, которые толкает их фюрер, то они уже совсем не такие пафосные и совсем уже не такие уверенные. Вот. Поэтому здесь даже вопрос не веры, здесь вопрос действия, и здесь вопрос понимания того, что на самом деле Россия является мыльной бульбашкой, то есть таким надувным шариком, где очень много пафоса, где очень много как бы рассказов о том, что они очень сильные и очень красивые парады проводят, да, ну, правда, в последние годы у них и с парадами что-то уже не очень получается. Раньше, да, раньше проводили, да. А на самом деле это просто мыльный пузырь, который очень легко лопнет, если каждый встанет и каждый немножечко приложится к этому делу. Они только этого и боятся, нашего подполья. Они боятся того, что каждая из республик в составе РФ сможет добыть независимость.
потому что они знают, как вы ранее сказали, что республики есть самодостаточны, богаты на ископаемые, на ресурсы, на умных людей, на способных людей. Они Также- боятся просто, что мысль, что эти люди, да, вот жители этих республик, просто допустят мысль о том, что это возможно. Как только эти жители этих республик начнут просто допускать эту мысль, все, вот этот режим их, он рухнет. И на примере Башкортостана проводились учения в Кувандыкском коридоре, это на границе с Казахстаном. Якобы антитеррористическая операция. Все было организовано просто из-за того, что они боятся возможности какого-то импульса движения в республике по направлению к независимости. Что послужило причиной проведения этих учений, или этой антитеррористических учений, о которых вы говорите? Причиной послужило само поднятие движения, точно так же вот роты Башкорт. Так. Они же видят, что проводятся работы, что есть некое сопротивление внутри республики. То есть, И- как только у них появилась информация, что внутри вашей республики происходит некое сопротивление, они сразу же организовали эти учения, да, Сразу- для того, чтобы всех напухать? или Да, сразу показушность, сразу попытка убить мысль о возможности добиться своей независимости, убить мысль о желании сопротивления. Было это сделано именно для этого. Я вижу в этом именно такую цель. Они видели баймакские протесты в этом году, видят экологические протесты в горах Каркактау. Они это видят и пытаются это дело искоренить. То есть протестный потенциал какой-то всё-таки существует. И очень даже большой. Помогая в борьбе украинскому народу за его независимость, за независимость Украины, мы получаем бесценный опыт, который в дальнейшем сможет нам помочь в получении независимости уже Башкортостана. Поэтому однозначно исторические события сейчас происходят, и это является шансом, который мы попросту не можем упустить. Спасибо вам, ребят. Когда сможете рассказать более детально, когда сможете быть без бафов, сможете называть имена и все остальное, что интересно зрителю, я вас жду снова. Сейчас, так можно сказать, познакомились, да, и ссылочки, еще раз говорю, на подразделение, вступить в подразделение, посотрудничать с подразделением, если вы находитесь в Башкортостане. Все это вы можете найти в описании и в закрепленном комментарии. А вас я благодарю. Спасибо, что пришли. Спасибо, что рассказали. Спасибо вам. Благодарим и мы. Надеюсь, это будет очень скоро.